Знаменитое варенье пятиминутка. Простое и быстрое в приготовлении, обалденно вкусное, и готовить его можно не только из клубники. Если тема заготовок вам интересна, продолжайте смотреть. Вы скажете себе спасибо, если приготовите такое вот варенье на зиму. Оно сохраняет цвет и аромат самого лета. Из чего бы вы его ни приготовили. Список ингредиентов к рецепту будет в конце видео и в описании. Ставьте лайк, чтобы сохранить его, подписывайтесь на мой канал «Жизнь вкусная» и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых вкусных видео. Пятиминутка варенье очень универсальное, мое из клубники. Оно невероятно красивое по цвету, очень яркое, очень ароматное, но я не зря говорю именно об универсальности. Готовьте по этому рецепту варенье из вишни, из смородины, из крыжовника, из персиков или абрикос, да из чего хотите, из того и варите. Напишите в комментариях, какое любимое варенье у вас. Для клубники и других малопектинистых ягод или фруктов я обычно использую желирующую добавку. В магазинах сейчас разновидностей, их очень много, найти совершенно не проблема, производителей куча разных, просто стоит зайти в отдел со специями, и там вы 100% такую добавку найдете. Мне очень нравится, когда варенье имеет сироп не жидкий, который быстро стекает с того блюда, с которым вы хотите его подавать. Оно не сразу же стечет, не сразу впитается в поры, а будет медленно стекать и будет оставаться таким приятным, густым, красивым слоем. Идеально для подачи с блинами, с оладьями, с сырниками. Я, кстати, оставлю для вас ссылочки в описании на те рецепты, которые есть на моем канале. Возьмите 500 граммов клубники, я помыла и очистила ее заранее, пока справлялась с урожаем. Также потребуется 250 граммов сахара, половина чайной ложки лимонной кислоты и 1 упаковка желирующей добавки. У меня вот такая, 1 к 1, чтобы загустить сироп, но не сделать слишком плотным. Для своего варенья я отобрала небольшие ягодки клубники. Дело в том, что у меня было много урожая, я ее всю чистила, и поэтому сделала это по пути. Скажем так, специально я этим не заморачивалась. Поэтому заморачиваться или не заморачиваться – это ваше решение. Используйте ягоды того размера, которое вам нравится, и в зависимости от того, как вы любите их в готовом варенье. Кому-то нравятся ягодки помельче, а кому-то нравится, чтобы вот ягода была такая солидная по размеру. Поэтому выбирайте на свой вкус. В первую очередь отложите пару столовых ложек сахара из общего объема и смешайте его с желирующей добавкой. Это нужно для того, чтобы пектин в ее составе не взялся комками после добавления, а равномерно загустил сироп. Отправьте клубнику в какую-нибудь кастрюльку. Туда же всыпьте лимонную кислоту, можно также использовать лимонный сок, но с кислотой мне удобнее. Всыпьте оставшийся сахар и оставьте клубнику на пару часов, пока она не пустит сок. Теперь всыпьте в клубнику сахар, смешанный ранее с желирующей добавкой, и отправляйте кастрюлю на минимальный огонь. Не увеличивая огонь под кастрюлей с ягодами, дождитесь кипения. Если очень хочется перемешать ягоды, делайте это максимально бережно. Я использую силиконовую лопатку, которая не повреждает ягоды и оставляет их целыми. Кстати, в описании я оставлю для вас ссылку на видео с рецептом варенья без сахара. Когда варенье закипит, засеките 5 минут. Кипеть варенье должно деликатно, не бурно. Подготовьте банки. Делайте это привычным и удобным для вас способом. Я использую микроволновку, наливаю в баночки немного воды и прогреваю, пока вода не закипит и не обдаст паром банки. Крышки просто кипячу в ковшике. Разлейте варенье по банкам. Пока оно горячее, сироп еще жидкий, а вот после остывания он загустеет. Заполните банки доверху и плотно закупорьте крышками. Остудите, перевернув вверх дном и укутав полотенце или покрывалом. Остудите, перевернув вверх дном и укутав полотенце или покрывалом, в зависимости от того, сколько вы заготавливаете. У меня это пара небольших баночек, так что полотенца мне достаточно. Друзья, ставьте лайк, если видео вам понравилось. Также обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы еще не со мной, и нажимайте на колокольчик, чтобы видео в будущем не пропустить. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».